Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу рассказать об одном очень интересном растении, которое я приобрела в 2021 году, чему очень рада. Надеюсь, что и вам оно также понравится. Привлекло оно меня своими многочисленными синими цветами и ярко окрашенной листвой. Называется цератостигма. Этот стелющийся многолетник очень прост в уходе и своим видом будет украшать сад до прихода осенних морозов. В роду цератостигмы насчитывается всего 8 видов многолетних растений, которые произрастают на территории Азии и Тибета. Их высота варьируется от низких почвопокровников до крупных кустарников. В декоративном садоводстве наибольшую популярность обрела цератостигма плюмбаговидная. Это невысокое и раскидистое растение высотой не более 20-30 см. У этого вида довольно прочные и длинные побеги, которые стелются по земле. Кроме того, растение хорошо размножается с помощью корневых отростков. Это качество цератостигмы позволяет добиться сразу нескольких задач в саду. Со временем она покроет пустующий участок. Это может быть оголенное место у забора, приствольные круги деревьев или склоны. Из цератостигмы получаются красивые обрамления садовых дорожек и декорирование подпорных стенок. Она не только украсит своим видом сад, но и избавит вас от сорняков. Под ее побегами редко пробивается сорная трава. Но и это еще не все. Цератостигма очень красиво смотрится в подвесном кашпо. Когда я ее после покупки принесла домой, я не могла налюбоваться на это растение. Длинные побеги, украшенные пестрой листвой, красиво смотрелись до самой глубокой осени. К тому же соцветие цератостигмы постоянно раскрывает свои многочисленные синие цветы, чем-то похожие по форме на флоксы. Цветение не только обильное, но и длительное. В общем, высадила в сад я свою цератостигму только поздней осенью. Все не могла налюбоваться ее очаровательными соцветиями. Очень боялась, что такая запоздалая пересадка повлияет на зимовку растения. Но, к моему удивлению, оно хорошо перезимовало и весной пошло в рост. Этот многолетник уходит в зиму вместе с листвой и даже с цветами. Уж очень долго он цветет. Прелесть цератостигмы в ее цветовой палитре и смене красок. Весной и летом ее удлиненные листья, которые составляют около 9 см в длину, имеют насыщенно зеленую окраску. Хотя есть сорта, как, например, цератостигма My Love, с ярко-желтой листвой. Со второй половины лета начинают раскрываться ее сине-голубые, словно звездочки цветы. И чем ближе к осени, тем их становится все больше и больше. Уже к концу лета куст покрывается многочисленными соцветиями, а листва, стебли и нераскрытые бутоны постепенно приобретают насыщенный бордово-красный цвет, что смотрится очень эффектно. Чем ближе к холодам, тем красочнее окраска цератостигмы. Со временем можно вырастить настоящий пестрый ковер, на фоне которого просто потрясающе смотрятся яркие звездчатые цветы. Про зимостойкость цератостигмы плюмбаговидной в интернете преподносят разную информацию. В моем саду в зоне 5Б она зимует без укрытия. Этот вид достаточно зимостойкий и вполне сможет расти в 5-й климатической зоне и на территориях умеренно континентального климата. Хотя на некоторых сайтах пишут, что она может выращиваться и в 4-й зоне. Возможно и так, ведь родиной этого многолетника является Тибет. Что интересно, коренные жители считают цератостигму символом мудрости. Ее также с успехом выращивают в Европе, где ею украшают склоны, частные сады и городские парки. Растение не только неприхотливое, но и выносливое. Соцветия распускаются на концах побегов вплоть до устойчивых холодов. Цератостигму можно смело назвать яркой звездой осеннего сада, хотя ее цветами я начинаю любоваться уже с конца июля. Растет она у меня на самом солнечном месте, но этот многолетник вполне приживется и в полутени. В тенистых местах, возможно, она и станет расти, но обилия цветов вы от нее не дождетесь. К качеству почвы это растение неприхотливое. В моем случае кустик прекрасно прижился и даже дал свои корневые приросты на обычном суглинке. Удивительно, ведь на некоторых сайтах пишут, что глинистая почва цератостигме противопоказана. Также нежелательны для нее сильное затенение и повышенная влажность грунта.
Считается, что этот многолетник предпочитает относительную сухость и солнце. Свою цератостигму я поливаю нечасто. Удобрения вообще не вношу. Не советую перекармливать растения азот-содержащими составами, особенно со второй половины лета. В этом случае цератостигма станет активно наращивать свою зелень в убыток цветению. Если вы захотите размножить цератостигму, делать это проще всего отделением корневой поросли. Я просто приподняла стелющиеся побеги и нашла отдельно растущую поросль. Раскопала вокруг нее землю и убедилась в наличии собственных корешков. Аккуратно выкопала молодое растение и пересадила в другое место. Цератостигма хорошо приживается и нарастает. В следующем сезоне это уже будет кустик диаметром около 30-40 см, а еще через год цератостигма займет площадь около 60 см в диаметре. Данное растение также размножает укоренением боковых отростков, черенкованием и семенами. Но в последнем варианте сеянцы могут не зацвести на следующий год, хотя можно попробовать и семенной метод. Кстати, в Европе цератостигма довольно востребованная. У нас же пока о ней мало кто знает. А зря, ведь в уходе она очень неприхотливая и способна украсить сад до самых морозов. Что еще стоит иметь в виду при выращивании цератостигмы? Если ваш сад находится в холодной зоне или зимой у вас редко выпадает снег, кустики с осени лучше укрыть опавшей листвой и плотным белым спанбондом. Можно использовать ветки лапника. Имейте также в виду, что растение пробуждается позже других. Оно может показаться лишь в апреле или даже в мае. Если вы не обнаружите по весне свою цератостигму, не спешите перекапывать там почву и на ее месте сажать что-то другое. Не стоит также высаживать саженцы в сильно подтопляемых местах. Такие кустики за холодный период могут погибнуть от переизбытка влаги и загнивания корней. Самые декоративные качества этот многолетник проявляет на хорошем освещении. И надо сказать, что свою цератостигму я даже не удобряю. Поливаю, как и другие растения, не чаще одного раза в неделю, а то и реже. Этого цератостигме вполне хватает, чтобы наращивать свои раскидистые побеги и обильно цвести. Также можно высадить кустики в широкие вазоны и ящики. Они станут ярким украшением вашей веранды, балкона и даже домашнего интерьера. Только на зиму их потребуется убирать в холодное помещение с температурой не выше плюс 10 градусов. Можно просто прикопать горшок в саду и накрыть его высоким слоем опавшей листвы. Ветки цератостигмы очень красиво смотрятся на земле, подпорных стенках и свисая с подвесных конструкций. К осени листья приобретают пеструю окраску с желто-оранжевыми, красными, бордовыми и разными медно-бронзовыми оттенками. На фоне такого колоритного ковра выразительно выглядят яркие синие соцветия, словно звездная россыпь. Цветение очень обильное и неустанное. Не успевает отцвести одни цветочки, как рядом уже распускаются новые. И так до глубокой осени. Лично я очень довольна своим приобретением. Никакого ухода цератостигма от меня не требует. Можно сказать, растет сама по себе. Она красиво декорирует пустующие участки в саду и прикрывает землю от прорастания сорняков. Хорошо размножается. А если вы хотите удерживать кустик в определенных рамках, можно его сразу высадить в почвенный ограничитель. Кстати, этот многолетник также отличный сосед многим луковичным первоцветам. Листья цератостигмы идеально закроют отцветшие ранние цветы и оголенную почву. Очень советую иметь в своем саду такое растение. Благодаря своей неприхотливости, универсальности и длительной красоте цератостигма невероятно востребована в ландшафтном дизайне. Возможно, среди зрителей есть и те, кто уже выращивает этот замечательный многолетник. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением и опытом. Я буду очень благодарна всем вашим советам, лайкам и комментариям. Не забывайте также подписываться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе выхода новых роликов. А если это видео было хоть немного вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк и до новых встреч на канале Добрый сад.